Привет, мои дорогие! У нас сейчас будет с вами гадание. Гадание, девочки, будет не именно по вариантам, а на кольцах. Я хочу, чтобы вы выбрали кольцо, любое из этих. Мы сейчас все порассматриваем и посмотрим. Выбери кольцо и узнай, что ждет тебя в ближайшее будущее. По кольцу, по колечку, которое вы захотите, выберите. Такое и будущее мы прочитаем с вами на цыганском таро. Есть у меня вот такое вот колечко. Может, кому-то нравятся черные, большие, массивные. Такое кольцо. Это первый вариант будет. Второе кольцо вот такое, как коготь. Кому-то, может быть, нравится быть такой боевой птичкой. Такой вот коготок, девочки. Это все натуральные камушки. Это такой второй вариант будет. Третье колечко. Это котик, девочки. Кто, может быть, хочет котика с такими вот лапочками. Это третий вариант. И четвертый. Это такое будет кольцо с таким белым прозрачным камушком с отливами, радужными отливами. Ну, выбирайте свое сейчас колечко. Давайте еще раз вам покажу. Вот какое бы вы одели себе на пальчик в это ближайшее будущее. И давайте погадаем. Выбери свое колечко и узнай, что тебя ждет в ближайшее будущее на цыганском таро. Так, откладываем эти колечки в сторону и будем смотреть тех, кто выбрал вот это вот колечко. Оно такое большое. Конечно, не на указательный палец его носить. Ну что, давайте посмотрим, девочки. Так, на цыганском таро смотрим, что ждет в ближайшее будущее. Что ждет? Смотрим. Итак, эта карта-сигнификатор в общем что? Королева мечей. В тебе сейчас очень много такой вот энергии. С одной стороны, она и созидательная, но с другой стороны, вот все плохое ты с себя можешь сейчас отсечь, и этим ты в ближайшее будущее будешь заниматься. Хочешь ты этого, не хочешь, твоя вот эта вот энергетика королевы мечей, она будет с тебя просто вот прям, ты будешь гореть, в хорошем смысле этого слова. Это могут быть какие-то ссоры с близкими, с дальними родственниками, с какими-то, может быть, друзьями. И тут будет такой один момент. Если ты будешь чувствовать какие-то отрицательные эмоции, ну, хоть к кому-нибудь, вот, кто тебе не нравится, вот просто пресекай общение с этим человеком. Можно даже вот либо в грубой форме, либо просто в игнор. Потому что вот твоя душа, твое сердечко, и твои мозги, они будут чувствовать, что эти люди тебе не нужны, они тебя тормозят. И вот прям твоя душа она просто хочет избавиться от ненужных людей в твоей жизни. И ты вот хочешь, не хочешь, будет в тебе какая-то капризность, да, будет в тебе какое-то такое... Возможно, это на злость иногда будет похоже, но как это контролировать? Очень легко. Вот как чувствуешь ты злость какую-то, отвержение какое-то, отторжение, кажется, что тебе хочется психовать больше, чем обычно, да, не надо глушить в себе эти чувства, надо посмотреть, на кого они направлены, и просто вот этих людей на время или вообще навсегда просто отсекать своей жизни, со своей жизни. Давай дальше посмотрим, что ждет ближайшее будущее. Король чаш. А для чего это все делается, девочки? Кто в свободном поиске находится? Почему вы становитесь вот этой королевой мечей?
Почему вам карты говорят: отсекай вот этих ненужных людей? Для того, чтобы у вас появилось время на короля чаш, на кубкового короля. То есть для того, чтобы, например, мужчина, хороший мужчина пришел в вашу жизнь, надо просто почистить свое окружение, ненужные вот эти вот контакты, которые забирают у вас время, ваше внимание и все остальное, да. Дальше, девочки, вот даже если вы находитесь в паре, да, мужчине как будто бы нету какого-то, знаете, поля для того, чтобы он мог развернуться, для того, чтобы действовать для вас хорошо, делать какие-то поступки и дела, подвиги даже какие-то для вас. Ему негде развернуться. То есть вокруг вас действительно, вот знаете, вот что кто-то собрался. У вас может быть не так уж много знакомых, не так уж много подруг, да, и вам будет казаться, что и у вас времени на все хватает. Но просто ловите себя на таком ощущении, что вы на кого-то злитесь или вдруг начали там резко там психовать или еще что-то. Это говорит, и это вот психоз этот, да, истерика даже какая-то, капризы, они направлены по отношению к кому-то. Не направляйте это на своего мужчину, если он у вас есть. Потому что вот эта вот энергия, да, ваша такая, я бы даже сказала, агрессивная, она направлена на то, чтобы быть вам свободнее, чтобы на вас никто не давил своими мнениями или там пошли сюда, давай сделай то, сделай это и все остальное. Это все не ваше. Вам надо расчиститься, потому что не хватает, вот как вам времени, не хватает вашему мужчине времени, сил, не хватает вот пробраться к друг другу. Это, знаете, как будто вокруг вас, вот если так вот представить, да, какая-то огромная толпа, и ваш мужчина через эту толпу, через это кольцо не может к вам прорваться, а вы все что-то раздаете, как какую-то гуманитарку, что-то делаете и все остальное, и ваш взгляд на него не падает. Вы не можете даже с ним поговорить, потому что вас все время какие-то люди другие отвлекают. И это касается тех, девочки, кто находится в свободном поиске, то есть вы, например, в активном поиске. У вас, например, нету мужчины, ему надо вот это вот чистое поле, скажем так, без тех людей, которые мешают вам жить. А вам кто-то реально мешает жить. И то же самое, например, если вы находитесь в отношениях. Если у вас есть какие-то проблемы с вашим любимым человеком, просто что у него, что у вас, вот это вот какие-то люди, какая-то толпа, какие-то вот кому надо что-то больше от вас, да, кто-то вас дергает, дергает, дергает постоянно, что у вас нет времени для того, чтобы даже восстановиться духовно, для того, чтобы провести время со своими близкими, любимыми людьми, которые подпитывают вас энергетикой. И поэтому вы вот в этой королевой мечей выпали. Давайте еще глянем, что ждет вас в ближайшее будущее. Тройка мечей, ну, двойка чаш, шестерка мечей, девятка посохов, шестерка посохов, двойка посохов, король мечей. Угу. И колесница. И еще, девочки, вот смотрите, в ближайшее будущее, которое вот примерно месяц, да, дело в том, что вас будут тащить в какую-то поездку, для того, чтобы вы куда-то поехали, с кем-то, скорее всего. Это может быть какой-то мужчина, родственник, может быть, да. Это может быть такие вот встречи, которые вы запланировали, но на которые вы не хотите идти. Вот эти встречи, они как бы неправильные. Здесь надо будет поменять время, которая удобна вам. То есть, если вас тащат, например, в 9 часов утра туда, куда вы не хотите особо идти, не идите. Перенесите время на какой-то другой вот день, когда вам будет удобно это делать. Дальше, девочки, тут еще один такой вот момент есть, он тоже не очень хороший. Вот как будто вас вот тянут за руку для того, чтобы вы не пошли по собственному пути и не делали то, что вы хотите. Из-за этого у вас и растет такое внутреннее напряжение. От него надо избавляться, от этого напряжения. Как? Чисто даже с магической точки зрения, как я, например, советую, когда есть такие вот подруги отравы какие-то, да, то есть, если вам назначают какую-то встречу или чтобы вы что-то сделали, там, например, к 6 часам вечера, вы это время просто на час туда-сюда переносите и говорите, я не могу, давай вот через полчаса или давай на час раньше. То есть вы меняете планы такого другого человека, который токсически на вас действует, понимаете? И
получается, вы, получается, остаетесь в плюсе, а вот тот человек, который пытался на вас как-то воздействовать, он начинает нервничать, как нервничаете вы, потому что у него все идет не по плану. И вот такие вот сдвиги во времени, они будут очень важны. Если вы, например, сейчас такое вот время, скоро там Радоница, да, посещение кладбища и все остальное. Если вы с родственниками собираетесь на какое-то время, пусть они, например, сами едут, а вы подъезжаете позже. Или, например, говорите, что я вот именно в это время не могу, давайте на полчаса раньше, на полчаса позже. Вот про кладбище это тоже важно. Потом это важно любого аспекта вашей жизни. То есть как только на вас пытаются влиять, назначать вам какое-то время для каких-то поездок, для какого-то выхода куда-то, меняйте это, девочки, в свою сторону, в которую вы хотите. И дело в том, что вы вот эти вот мечи с себя, понимаете, скинете и перекинете это на того человека, который на самом деле, вы знаете, будет так вот очень сильно нервничать, даже может где-то и покрикивать на вас, или там показывать свое не очень хорошее к вам отношение, да. Ну, короче, давайте еще дальше посмотрим. Это важно. Вот то, что я вам сейчас сказала, девочки, вот вы не поверите, это даже можно даже без раскладов, даже какую-то болталку отдельную сделать по этому поводу. Потому что оно настолько классно действует, это просто офигенно как. И я это тоже очень часто практикую, вам советую. Вам назначают время, а вы чувствуете какой-то негатив, и чувствуете, что вам как-то не очень хочется и все остальное. Меняйте время, меняйте день, меняйте встречу и все такое. И вы увидите, как вот удача будет к вам поворачиваться лицом, а не одним местом. Давайте еще посмотрим, что ждет вас в ближайшее будущее. Всадник колес, двойка чаш, королева посохов. Какая-то женщина хочет вас отблагодарить. Вы какое-то что-то сделали хорошее в прошлом своем, да, и либо какую-то услугу без денег, либо вот, короче, что-то очень красивое, например, сотворили. И вот королева посохов, семерка чаш и всадник колес хочет вас отблагодарить. То есть, если женщина какая-то будет вам говорить, что я тебе должна, или будет давать вам деньги какие-то, либо будет приносить вам подарки, берите эти подарки, потому что это какая-то благодарность вам идет. Так, давайте еще посмотрим, что вас ждет в ближайшее будущее. Всадник посохов, верховный жрец выпал. Повешены. Еще вас ждут новости от какого-то вашего бывшего, либо от такого вот не очень хорошего человека, или бывшего не очень хорошего, или не очень хорошего человека, то, что ему становится еще плохо. Либо кого-то, скажем так, посадят, либо какие-то суды, либо все с рук будет валиться или валится, банкротство какое-то, да, закрытие бизнеса. Ну, короче, это будет хорошая новость про плохие дела у какого-то человека, который вам желал зла. Понимаете? Который вам мешал жить когда-то и все остальное. И у него очень плохие будут эти дела. Либо это может быть еще какая-то весть о смерти кого-то, да, то есть вы так, я бы сказала, удивитесь, тут идут какие-то чувства, как вы испытываете какую-то дрожь, а, возможно, даже такой, знаете, ужас, но он вас не касается, да, то есть вы как чувствуете, как будто вот что-то громыхнуло, скажем так, вас не задело, но задело там кого-то конкретно и серьезно. А, кстати, вот тут вот выпадают посохов много. Если кто-то из вас занимается бизнесом, девочки, то это идут новые клиенты к вам, да, новые какие-то возможности, люди, которые хотят вот что-то у вас купить. То есть, если вы занимаетесь бизнесом, обновите свои странички, там, обновите свои товары, почистите все, короче, много кто пойдет к вам за покупками. Так, давайте еще посмотрим, что ждет в ближайшем будущем. Десятка посохов, верховная жрица, луна, пятерка чаш. Вот мы примерно где-то на месяц с вами гадаем, да?
Вот так вот, ближайшее будущее рассматриваем. И, девочки, вот смотрите, 2 недели еще осталось вот пожить, как я вам вначале рассказала, да, потому что у вас выпадает королева мечей. И вам надо вот так вот, знаете, подталкивать от вас ненужных людей. Отталкивайте их, отталкивайте, не ведитесь, не будьте добренькими, не надо это ничего. И у вас освобождается очень много времени. И дело в том, что во второй половине вот этого месяца, скажем так, да, посмотрите, кто вы идете. Верховная жрица и 18-й старший аркан на Луну. Это очень сильные карты выпадают. То есть вот когда закончится вот это вот ваше ощущение, когда вы поотталкивали от себя все плохое, узнали какие-то новые такие новости, как кому-то плохо, да, радоваться этому, не радоваться, это даже тут не важно. Дело в том, что к вам придет какое-то м, новое ощущение жизни вашей. Вы как будто будете вперед на 2-3 года, вот прям смотреть, видеть, чем вы будете заниматься. Вам будет вести, девочки, да. Вы прям будете я бы на вашем месте даже завела какой-то дневничок с планами, со своими желаниями на ближайшие 2-3 года, потому что вы настолько ясно это все будете видеть, как это должно быть, как это будет сбываться. У вас будет, очень серьезно и круто работать ваша интуиция, и как будто вы прям, знаете, бессмертная какая-то. Какая-то вы все знающая, все понимающая, сильная очень. Может быть, кстати, вот, кто, девочки, хочет, у вас ждут какие-то новые дома. Это какая-то новая недвижимость, новые дома, новые места, куда вы войдете. Это вот, ближе вот, к концу месяца, вот это на ближайшее будущее, что мы гадаем. И я вижу, вот вы прям дышите таким свежим воздухом крутым, да, какие-то новые места. Это даже не просто поездки у вас какие-то, а новая недвига, новая недвижимость. Может быть, из вас кто-то купит дом, кто-то квартиру, кто-то переедет. И это круто, девочки, от этого не отказывайтесь. Пятерка чаш и десятка посохов. А еще говорит, что вы будете при деньгах и при любви, да. То есть вы будете наполнены, и у вас все будет хорошо. То есть, в принципе, вот если брать ближайшее будущее ваше, то я вам скажу, что чуть-чуть трудно вот эти ближайшие 2 недели, да, идет там, где надо будет отталкиваться от каких-то прилипал. А потом вот прям, знаете, у вас какая-то звезда пленительного счастья войдет, у вас откроется второе дыхание, вы будете цвета индиго, понимаете? Давайте еще посмотрим, что ждет ближайшее будущее. Тройка посохов. Пятерка колес. Вам идут очень много денег, девочки. Вот деньги идут, и удача в деньгах. 11-й старший аркан силы выпадает. Но это вот к концу месяца, девочки. От того момента, когда вы рассматриваете этот расклад, к концу месяца у вас прям верховная жрица, луна, сила. Понимаете? Старшие арканы, которые просто говорят, что у вас ним какой-то крылья вырастут, да, какая-то большая удача ждет, какие-то новые места, и там какие-то высокие потолки, какая-то, ну, какая-то такая, не хочу говорить прям слово недвижимость, да, но это какие-то красивые дома вас ждут в конце месяца, и вы там вот прямо, знаете, как рыба в воде будете себя чувствовать. Давайте еще посмотрим, что ждет ближайшее будущее. Шестерка посохов, семерка мечей, двойка колес, туз колес. Я вам скажу, девочки, кто из ваших знакомых плохой, да? Плохой человек, от которого надо избавляться. Женщина, которая водит машину. Возможно, даже, я так скажу, даже серебристого либо серого цвета, да? Ну, либо это мне показывает, может, какие-то, я не знаю, диски или сидушки. Просто идет серый цвет, даже больше металлик какой-то, да? И там женщина. Женщина, которая водит машину, и как будто, знаете, она все время за вами наблюдает, за вами следит, что вы делаете, как вы живете и все остальное. Желательно, конечно,
конечно, держать от нее многое в секрете, потому что тут у нее как бы зависти особо нету, но она вот прям в каждый момент может как проснуться какая-то зависть, да. Не показывайте купюры, не показывайте деньги свои. То есть вот именно не те, которые не на банковской карточке лежат, да, а именно, например, вот вы держите в руках, там, зарплату получили или денежки. И вот, знаете, и вот какая-то женщина прям, она не то что гладит, но вот вы держите деньги в руках. Вот я возьму, например, карты Таро, да, и вот я вижу, как вы держите деньги, и какая-то женщина, и у нее, знаете, какой-то вихор на голове. Я не знаю, почему мне показывают этот вихор, волосы какие-то такие немного растрепанные. И она смотрит так, да, и начинает думать, а как, а что? Ну, короче, такая вот, но она сама по себе несчастливая, да. То есть яшкаться с ней я вам не советую, потому что не надо, чтобы ваши деньги видели. Не показывайте купюру свои денежные никому. И еще, девочки, я бы сейчас, именно в ближайший месяц, вам бы посоветовала сменить кошелек, да, потому что вот к вам идут денежки, но почему-то они как валяются, как разбросанные какие-то. Мне хочется вам посоветовать, чтобы вы обновили себе кошелек. Купите кошелечек новый. Желательно какие кошельки, девочки, покупать? Кожаные, да? Какого цвета? Вы можете купить такого цвета, который вам подходит. Я пробовала, например, в своей жизни, какие у меня кошельки, девочки. Сейчас у меня золотого цвета. Я его купила в Венгрии, в Будапеште. Под Будапештом, ну, такие типа ручной работы, золотой кошелечек купила. И как у меня там деньги? Не скажу, что прям круто в золотом кошельке, да, но, но у меня лучше всего черные кошельки работают. Красные не работают. С красных у меня, как говорится, то я красный потеряю, то своруют. У меня тоже воровали, да, то есть такое дело. То есть подберите тот цвет, в котором вы максимально уверены, что он приносит вам деньги, что он способен держать крупные суммы денег. И желательно, чтобы у вас в руках эти крупные суммы денег другие женщины не видели, девочки. Вот так вот. А вообще, вот это вот ближайшее будущее, оно у вас денежное идет. Много каких-то красивых домов вокруг вас. Но вижу вот каких-то таких вот людей, которые перебегают вам дорожку. Пытаются создавать вам трудности. Поэтому очень важно вот окружение свое все-таки почистить. Не показывать деньги в руках кому-то, да? И вот смените кошелечек. Это из полезного, что я могу вам посоветовать. Вот такое вот, мои дорогие, первое было колечко. Второе колечко у нас такое, девочки. Кто хотел бы его надеть на свои красивые пальчики? Давайте посмотрим, что ждет в ближайшем будущем вас. И гадаем мы на цыганском таро. Оно такое классное таро, оно легкое и в то же время, девочки, интересное. Мне нравится на цыганском таро очень гадать. Давайте посмотрим, что вас ждет. Итак, смотрим. Карта-сигнификатор у нас такая. Так, у нас выпал повешенный. Девочки, это месяц, в котором вы должны действительно заняться собой максимально. 19-й старший аркан говорит, что это грядет время изменений. Вы переедете, вы, например, купите какое-то новое жилье, да, и вы будете вот чем-то таким новым заниматься, совершенно новым. Хотите вы этого, не хотите, идет что-то такое большое, глобальное, новое в вашу жизнь. Давайте посмотрим, что... Пятерка колес, двойка, семерка колес, паш чаш. Дело в том, что в это ближайшее будущее, девочки, вам вот прям, знаете, будет хотеться больше денег, много денег, да. Вам надо будет зарабатывать, скажем так, лучшие, большие деньги. Это может быть смена работы у вас тоже, либо вы найдете эту работу, да. Ну, то есть у вас будет такое яркое, большое желание, что вам надо деньги, 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 деньги. Хорошее ли это желание? Да, девочки. Дело в том, что вот этот вот аркан, 12-й старший, да, он еще говорит о том, что возьми эти изменения, возьми, даже если ты не хочешь, ты чувствуешь апатию и все остальное, придется многое
что менять в своей жизни, что-то решать. И чем больше вы будете решать, прям, знаете, какие-то вот такие ответы не 50 оттенков серого, а черно-белые, да, это да, это четко нет. То есть, если вы будете принимать такие решения, вам в жизни это ну, очень даже поможет. Отшельник, десятка колес, девятка чаш, 20-й старший аркан суда. Будут изменения, которые грядут и в личной жизни тоже. То есть, если вдруг вот вы находитесь с каким-то человеком рядом, от которого вы уже устали, это какой-то абьюзер там или еще что-то, да, то вам, как говорится, надо будет что-то менять в своей жизни. Уходить от этого для того, чтобы вам было хорошо. Если вы живете в каком-то месте таком, не бойтесь перемен. Вам реально идут большие перемены, да. Не бойтесь этих перемен, возьмите себя в руки, не пугайтесь, все старое уходит, вы вот прям прорастаете, как зернышко, понимаете? Были зернышком, но вам было комфортно этим сухим таким зернышком быть, да? А сейчас время прорастать, время пускать корешки, время пускать стебелечки и листики, почечки. Давайте еще посмотрим, что ждет в ближайшее будущее. Дьявол, император, двойка посохов, тройка чаш, восьмерка посохов, четверка, колесо фортуны. И вот она, карта ваша бланка. Это идет такое огромное обновление вашей жизни. Оно, девочки, может быть, смотрите, так как все-таки мы будем... Я хочу этот расклад сделать более общим таким, потому что у каждого есть свои загоны, у кого-то есть свои какие-то проблемы. У вас идет очищение. Возможно, вы примкнете к какому-то эгрегору, вы поменяете место жительства, возможно, вы поменяете работу. Короче, много чего у вас в жизни поменяется. И к этому надо относиться хорошо, как к чему-то новому, к новому пути, к новым удачам, к новым свершениям, к новым делам. У вас как отрастают крылья, понимаете? Но есть такое ощущение, что вы немного боитесь этого всего, будете бояться вот этих изменений. То есть, смотрите, если у вас отрастают крылья, значит, мы будем летать, правильно? А летать мы боимся, потому что боимся высоты, и мы не привыкли к этому всему. И вы, смотрите, какой идете картой. Вы выпали картой бланкой с колесом фортуны вместе, да? То есть сейчас будут, вы из чего-то плохого, из черного чего-то, просто вот как птица Феникс просыпаетесь и идете в какое-то новое свое будущее. Причем настолько вы обновлены, причем настолько вы будете другая, да? И вот это вот что-то новое, оно будет лучшее для вас. Понимаете? Единственное, что вот этого ничего не надо бояться, надо брать на себя какие-то решения в своей жизни, не перекладывать это на других, потому что другие девочки, тут выпали, другие люди выпали теми, которые, если вы на них будете решения какие-то перекладывать, ну как ты думаешь, что мне делать, идти мне, не идти и все остальное, вот эти люди, они будут как-то, знаете, с каким-то плохим настроением, и это что ты мне тут говоришь, типа, а как я тебе могу помочь и все остальное. Нет, мои дорогие, самое главное здесь, что вы возьмете вот все решения на себя. Не бойтесь этого. У вас хватает мозгов для того, чтобы войти в эту новую жизнь. У вас совершенно новая жизнь идет. Красивая новая жизнь. Давайте посмотрим, в чем она будет заключаться. Что это за изменения такие идут. Оно идет через какую-то боль. Да? То есть что-то вы оставляете в прошлом, что-то, о чем вы будете где-то сожалеть, о чем-то печалиться, да, вы не будете, будет такое состояние, где вы будете думать, блин, зачем оно мне это, я не хочу, мне страшно, мне больно там идти что-то в это новое какое-то будущее, но это перемены, девочки, перемены, которые идут через что-то плохое, да, скажем так, вам неприятное какое-то, что надо преодолеть. И вот еще выпал 8-й старший аркан правосудия. То есть пришло время меняться, пришло время все менять в своей жизни. Пришло время заняться своей личной жизнью, бизнесом, работой, своей жизнью. Потому что никто другой, кроме вас, как говорится, вам в этой жизни ничего
хорошего не принесет. Только вы сами знаете, что вам нужно для того, чтобы быть вот этим самым лучшим. Для тех, девочки, кто особо нерешительный был или кто сидел на пятой точке ровно, да, это как раз то время, когда вам придется бежать или бежать на пол. Знаете, такое ощущение мне идет, как я запыхиваюсь здесь, да. Когда я запыхивалась, девочки, когда я бежала, например, на поезд, я опаздывала и думала, ай, все, я не побегу, но из последних сил, короче, я бежала. И вот буквально за 1,5 минуты, за 2 до отправления, и вот, короче, я уже думала, все, сейчас у меня уже и отдышка, и все, сейчас не добегу, и все остальное. Но я из последних сил бежала, да. И насколько у меня было такое вот, когда я вскакивала вот в вагон последний, да, чтобы только успеть, и насколько вот я понимала, что я что-то крутое сделала в своей жизни для себя, да, а не остановилась, потому что мне было лень или еще что-то. У вас тоже. Пыхтите, девочки, пыхтите, бегите, да, не бойтесь этого всего и не думайте, что вы не справитесь, вы справитесь, но это будет через силу какую-то, все у вас будет сейчас вот через силу. Вы будете где-то опускать руки или думать, блин, у меня не получается или еще что-то. Нет, а вы через себя вот прям до слез идете через всех и через все, да, и все у вас будет получаться. Так, давайте мы сейчас сложим карты вот эти. И еще погадаем, что ждет ближайшее будущее. Ну, то, что вас ждет обновление, такое крутое обновление, да, это точно. То есть, с чем бы я это сравнила? С тем, что вы прям меняетесь. То есть, вы как человечка в ангела превращаетесь. То есть, вам надо будет, знаете, летать. Или вам надо будет заниматься какими-то новыми делами, когда вы вообще не знаете, как ими заниматься, да. Но для этого всего и существует, знаете, такое обучение, опыт какой-то же. И вы будете за ним идти. Все будет новое, неизведанное. Неизведанные новые пути вас ждут. Давайте еще посмотрим. Это ближайшее будущее ваше. Король посохов. Вы удачны в деньгах. У вас сейчас золотые ручки, да, у вас легкая рука. И у вас будет денежка. Скажем так, у вас будут крупные денежки, хотя вам будет казаться, что у вас их нету, но они идут. 18-й старший аркан идет. Эта девочка еще может обозначать клад какой-то. Клад или вы можете найти клад, либо спрятать клад. Это могут быть какие-то открытия новых банковских счетов. Вот, девочки, если у вас где-то качаются ваши карты, и откройте в новом банке счет какой-то. Пусть будет эта карточка, да. Вот я советовала, вот в первом варианте шло, купите новый кошелек. Я бы вам тоже посоветовала обновить вот сумочки, кошелечки свои, то, что вы носите с собой, чтобы у вас были новая сумка, новый кошелек, к примеру, да, попробуйте вот это все. Давайте еще посмотрим. Вот даже не сколько одежда, обувь, сколько то, куда вы что складываете свое. Но обновите, пожалуйста, еще, например, банковские карты свои, да. Может, где-то какой-то счет надо будет открыть, где-то какие-то бумаги подписывать. Вы не бойтесь, вот это вот новое, оно к удаче, к обновлению какому-то идет. Давайте еще посмотрим, что ждет ближайшее будущее. Всадник посохов, шестерка посохов, пятерка чаш. Дело в том, что вот в эту новую сумочку вашу, в новый кошелечек что-то новое зайдет. Новые какие-то деньги, новые возможности. Но это идет не прямо в ближайшее будущее, а немножко дальше. Как будто вы вот сейчас вас перетрясет, да, вы откроете вот эти новые пути. Может, это новая трудовая книжка, к примеру, да, может, это у кого-то новый бизнес, там, открытие, там, юрлица какого-то. Не бойтесь этого всего. Это обновление, ваш новый какой-то статус к вам идет. И к этому новому обновлению, новому статусу хорошая очень примета. Это, девочки, новая сумочка. Купите себе новую сумочку. Вот прям для новой жизни, для новых дел. И вот вы увидите, насколько, вот, знаете, вы с этой новой сумочкой будете, вот, когда ходить, вы будете больше ощущать вот это вот новое будущее свое, понимаете? Давайте еще посмотрим, что ждет ближайшее будущее. Вот она, денежная королева. Вот они выпали. 6-й старший аркан, влюбленные. 4 колес.
туз чаш. И ждет еще вас, девочки, какой-то мужчина, который очень неравнодушен к вам. Это будет признание в любви, это будет признание в чувствах какое-то, это будет желание, типа, с вами, знаете, куда-то ходить по вашим делам. Это идет какой-то новый мужчина, новое знакомство, новая любовь, новые отношения идут. Давайте еще посмотрим, что ждет вас в ближайшее будущее. Вот, вы императрица. Видите, как вы поменяли статус? Но сначала выпадала карта 12-й старший аркан повешенного. И через повешенного вы идете, вот толкаете себя в эту карту императрицы, да. То есть видите, какой у вас новый статус. Было, если честно, так вот, а бы что? Вот сейчас вы как будто бы, знаете, настолько обновляетесь, что вот это вот лето, осень, вот этот 2025 год, 26 год, да, вы будете в каком-то новом статусе, в статусе госпожи, понимаете? И вам будет во многом всем вести. Но для этого, девочки, пожалуйста, прислушайтесь к этим советам, которые идут к вам по цыганскому таро. Тройка мечей, 8 мечей и сила. Мне тут еще так хочется сказать, что вам как будто бы придется отобрать чье-то, да? Как будто, девочки, идет такое, что э, э, вы будете испытывать, возможно, какие-то муки совести, либо какие-то вопросы, что нужно ли мне отбирать у кого-то вот чье-то, либо это наследство может касаться, или еще что-то. Я вам скажу, да, боритесь за свое, боритесь за те возможности, которые даются вам в руки, не отказывайтесь от каких-то долей наследствия, потому что вот некоторые отказываются, а я, например, всегда против этого, и говорю, нет, не отказывайтесь, что это такое, типа, вам дадут типа $100, и вы пойдете, и там какой-то вам от своей доли откажетесь. Но ты же там не участвовала. Нет, не надо. Это все ваше, от этого не отказываемся. То есть будут какие-то моменты, где вас будут говорить, ну откажись, отойди, не бери, да, то, что вам по праву, по факту должно принадлежать. Поэтому, девочки, мы ни от чего своего не отказываемся. И даже если это будет связано с какими-то такими мыслями, «Ой, она да пошла, да взяла, да чужое», вы на это не обращайте внимания, потому что на самом деле это ваше, ваше. Просто другие будут обижаться, что вы берете свое. Карту силы вы берете, да, вы свое берете через 8 мечей, через людей, которые обижаются на вас, что вы берете это. Но то, что у вас еще тут роман новый, это тоже классные карты. Давайте еще посмотрим. На самом деле, я вот вас, знаете, как вижу, да? Я вижу, как будто на вас жизнь надевает корону. И вы к этой короне не привыкли. Вы немножко как склонили голову, и корона бы падала, да? А тут придется все время с ровной спинкой, с ровной осанкой ходить и с высоко поднятой головой, да? И многие будут говорить, видали мы таких и все остальное. Вы на эту критику даже не обращайте никакого внимания. Все это ерунда. И вот самое главное здесь в этом раскладе идет, да, чтобы вы не обращали внимания на то, что вас кто-то критикует, хейтит и все остальное. Занимайтесь своими делами, верьте в себя, потому что вам с теми людьми, как говорится, не жить, один бутерброд не делить. Давайте еще посмотрим, что вас ждет в ближайшее будущее. Тройка колес, королева чаш. Вы очень будете нравиться противоположному полу. Королева чаш, 6 чаш, да. Вот как-то на вас все время будут взгляды такие падать, падать. И посмотрите, какая красивая. Какая красивая женщина, какая кошечка. Давайте еще посмотрим. Паж колес. Очень много, девочки, вот в паже колес, еще и 14-й старший аркан выпал, да, очень много малолеток на вас будут обращать внимание. Вот прям вы будете вкусная для мужчин или парней, или даже мальчиков, которые вот моложе вас, да и намного. Всадник чаш. Много каких-то любовных интересных историй вас ждет. Какой-то брюнет на вас обидится. И, девочки, будет, смотрите, это какой-то брюнет, который будет морду кривить свою козью все время, знаете, вот с ним я бы не строила на вашем месте отношения, вот реально не обращайте внимания. Короче, идет какой-то брюнет, который к вам и тянется такой, вроде бы он и ничего, но такой, знаете, козью морду будет все время.
чуть не те, так не так. И вот, короче, его в своей жизни не пускайте, потому что это мужчина, который очень с маленькой энергией, да, и который не будет оценивать вас, вот, ваш вот этот новый статус императрицы по-нормальному, по-хорошему, да. Поэтому берем только мужчин таких, которые хорошо к вам относятся, которые хорошо относятся к окружающим, у которых вот такая внутренняя сила идет. И вот с этими мужчинами вы, как статусная королева, да, будете очень хорошо и уверенно себя в будущем чувствовать. Если вы свяжетесь вот с какими-то козья-мордами, да, это не очень хорошо будет, потому что они вот как-то будут от вас скрывать то, что вы королева, скажем так. Тут еще может идти вам смена фамилии даже в этом году, девочки, кстати. Давайте еще посмотрим, что ждет в ближайшее будущее. Что вас ждет в ближайшее будущее? Пятерка колес. 11-й старший аркан. Ну, короче, я даже больше скажу, это как-то не на ближайшее даже прям будущее расклад идет. Он идет немножко дальше, да. И у меня, девочки, выпадает это именно карта силы. Я вам даже скажу по август. Мне идет август, какой-то коронованный ваш август. Как будто вот у вас очень много-много вот сейчас событий начнет происходить. Они пойдут по нарастающей. И я вижу в вас какая-то, знаете, красивая, здоровая, богатая именно в августе, да. И вы прям такая очень крутая. Карта силы идет именно в августе у вас. И еще, вот не тащите, пожалуйста, рядом с собой вот этих вот мужиков, которые кривомордые, да. Те, которые кривят морду, которым все не нравится, которые вас вот как-то, знаете, могут не то что оскорблять, ну, короче, на все плохие слова, на хейт, на всякое не обращайте вообще никакого внимания. Это те люди, которые хотят добиться внимания от вас, как от императрицы, понимаете, через вот это кривомордые. А почему они кривомордые? Потому что они ничего в жизни этой добиться сами не могут, да, и вот этих людей, пожалуйста, избегайте. Это мужчин в первую очередь касается. Давайте еще посмотрим, что вас ждет в ближайшее будущее. Двойка колес. Туз... Девочки, и опять императрица выпала с тузом чаш, да? Это по-любому у вас какая-то новая любовь, это признание в любви, какие-то прям страсти мордасти, какая-то Санта-Барбара любовная, понимаете? Единственное, что очень важно, чтобы вы для этого, вот у вас очень много всяких таких мужчин идет, которые хотят с вами что-то где-то чего-то, да? Пожалуйста, выбирайте мужчин, вот вы выпадаете императрицей, вы выбирайте императора, да? Таких вот благородных, красивых, здоровых мужчин. Потому что кривомордые, да, или какие-то там не очень, вот они будут за вас в счет вот ходить с вами. Ну, какая ты императрица, какая ты. Зачем вам такое, понимаете? Красивый период в жизни идет вот даже в ближайшие, я бы сказала, несколько месяцев. Вот в августе вообще пик чего-то такого хорошего у вас в жизни ждет. Если вы, кстати, находитесь в отношениях и не планируете менять своего мужчину, да, я вам скажу, что он воспылает какой-то особенной любовью к вам. И причем, возможно, даже какие-то выяснения отношений, дуэли, драки, да, с другими мужчинами. Отшельник, верховная жрица. И еще, девочки, тут такой вот момент идет. Новый фамильяр. То есть в этом году, у нас сейчас год змеи, у вас появится новая змейка. И это идет к вам, как верховная жрица, отшельник, идет новый фамильяр. То есть, возможно, вы заведете нового котейку, собачку, попугайчика, хомячочка, крыску или еще что-нибудь. То есть вот к тем животным, которые к вам идут, вы можете их, как говорится, не привечать, прям так, знаете, подкармливать, но вот к этим живым существам, которые к вам идут, это говорит о том, что они показывают вам знаки, что к вам идет какая-то сила. То есть вы можете увидеть, что за вами коты побегут, да, на улице, собачки. Возьмите, погладьте,
кота погладьте, поздоровайтесь с ними, да, и можете даже попросить у них что-нибудь дальше пойти, и вы увидите, да, как будут какие-то интересные положительные изменения в вашей жизни. То есть, если я, например, очень часто советую наступать на люки колодцев и загадывать желания, то вам, девочки, идут живые существа. То есть такие фамильярчики идут. Котики, собачки, птички, там кто угодно. То есть вы увидели кого-то, и вы так по-ведьмински: «Привет, птичка! Доброе утро!» там или еще что-то. Можно покормить кого-нибудь, да? То есть это будет все классно, вам это будет больше на пользу идти. Вот такие дела. Давайте еще посмотрим, что вас ждет в ближайшее будут. Паш чаш, пятерка мечей, тройка мечей. Ну, конечно, вам тут придется и подшивать каких-то мужчин, которые будут к вам лезть, девочки, да. Ну вот как Паш чаш опять выпало, что за вами какие-то малолетки будут бегать, ухаживать, слюни будут течь у молодых да горячих на вас, да, ваше право, как к ним относиться. Вот смотрите, вот интересно, да, что идет. Вам идут фамильярчики, птички, котики, собачки к вам вот тянутся, да, и именно вот младшее поколение, да, молодые мужчины, мальчики тоже к вам будут тянуться. Даже дети могут вам тянуться, то вы тоже там поздороваетесь с детьми. Привет, как дела? То есть, чем вы добрее будете относиться вот к этим младшим, вы будете относиться к фамильярчикам добрее, да, это все вам пойдет на большую пользу. Единственное, что некоторые будут хотеть от вас каких-то отношений, которые вам не нужны. И они будут на вас обижаться, что вы им эти отношения какие-то не даете. Ну, бывает. И от этого может быть какой-то хейт в вашу сторону идти. Главное, не обращайте на него никакого внимания. Просто это чувства других людей, которые, в принципе, вас никак не касаются. Понимаете? Вы верховная жрица, вы императрица, как говорится, и вам решать вашу жизнь. Вот такой вот классный вариант, девочки. Он насыщенный. Ваше это будущее красивое, насыщенное, скажем так, и только вверх вы идете. Не идет мне здесь, что что-то вниз и все остальное. Классно будет, хорошо будет. Третье колечко. Давайте смотреть это котика. Кто выбрал котика? Давайте посмотрим, что ждет в ближайшем будущем. Что ждет в ближайшем будущем? Это у нас цыганское таро, повторяю. И мы посмотрим. Итак, карта-сигнификатор тройка колес, паш чаш и верховная жрица. Вам сейчас в ближайшее время желательно заняться не вот сколько, знаете, работой и всем остальным, сколько уделить внимание именно своей личной жизни, отношениям с мужчинами. Потому что вот как будто, девочки, верховная жрица Паш-Чаш ждет какой-то весточки от вас, какой-то мужчина очень хочет, чтобы вы как-то отреагировали на него. Он выпадает сейчас отшельником. Это мужчина, который вот прям, знаете, сидит и ждет вот вашей весточки какой-то, чтобы вы что-то написали, как-то отреагировали. Поэтому что я могу вам посоветовать из самого такого интересного, это в соцсетях. Напишите, спросите, как дела у ваших знакомых мужчин, у друзей, у каких-то мужчин, про которых вы уже забыли, ну, например, где-то немножко вспоминаете, да. То есть мужчины ждут от вас весточек каких-то. 18-й старший аркан Луны говорит о том, что вы отошли вот от своей личной жизни, и надо сделать все-таки упор на нее, потому что вот как-то не хватает окружающим мужчинам, не хватает вас, вашего общения. Вы выпали из из общения, скажем так. И тут, тут какая-то дыра, надо это восполнять, скажем так. А зачем это вам надо? Император, потому что, девочки, вот смотрите, среди этих мужчин, которым вы напишете, которым поставите лайки и все остальное, где-то скрыт ваш император, который имеет, сыграет какую-то ключевую роль в вашей жизни вот в ближайшие там 3-4 месяца, да. То есть он император, который поможет вам в трудной ситуации, в беде, поможет в проблемах каких-то или устроит на вас на работу, поможет в бизнесе, сделает ремонт дома у вас, да. То есть смотрите,
как-то нету рядом таких вот мужчин, с которыми бы вы э, и хотели бы, и было бы нормальное бы у вас общение. То есть не хватает вокруг вас, девочки, именно мужчин. Не хватает. Их надо привлекать в свою жизнь, даже если вам не особо где-то даже и желается, и хочется, и лень, может быть, да. Но желательно, чтобы вы занялись вот как раз-таки, знаете, общением с мужчинами. И желательно, вот как по мне, да, я вам посоветую, чтобы было где-то 4 короля. То есть желательно вот 4. Каждый день вот полайкать, привет написать, все остальное. Не то, что там для жизни даже, да, для любовных отношений, а просто даже каким-то знакомым, друзьям. Потому что вот эти вот мужчины, они могут вам помочь в решении многих ваших вопросов, проблем, в ближайшие даже 4 месяца. Король мечей, всадник колес, верховный жрец. Ну вот они прям, знаете, ждут все общения с вами. Смотрите, девочки, если кто-то будет даже подходить, писать вам привет, как дела и все остальное, даже если вам кажется, что этот мужчина, эти мужчины вам в ближайшее время как-то и не нужны, не нравятся вам внешне или еще остальное, просто попереписывайтесь, потому что когда вы будете держать эти ниточки в руках, да, будут какие-то дела в вашей жизни в ближайшие 3-4 месяца, которые могут разрешить те или иные связи с этими мужчинами. Понимаете? Поэтому не проходим мимо. Давайте еще посмотрим, что ждет вас в ближайшем будущем. Двойка посохов, 8 чаш, королева мечей. Вы многое что не берете в этой жизни, хотя вам многое что идет. Вы выпали королева мечей, то есть вы проходите мимо. Мало того, что мужчин, про которых мы сейчас с вами поговорили, вы проходите мимо каких-то своих возможностей. То есть на самом деле, вот, может, вы там сидите дома, или вам, может быть, лень куда-то пойти и все остальное, но если вам надо больше активности, я бы вам посоветовала, девочки, когда вот апатия, может быть, депрессия, какая-то все остальное, витаминчики попить, да. Например, та же какая-нибудь хорошая фолиевая кислота. Сейчас очень много не такие вот, знаете, старый такой вариант фолиевой кислоты, а вот такие вот вещества, новые какие-то пошли. Магний, калий и витамины группы В, да. Я вам советую даже вот попить какие-то, может быть, настойки травяные. Ну, то есть вы посмотрите на свое здоровье, что вам еще хочется, как вы себя чувствуете для того, чтобы выровнять свое состояние. Для чего это надо? Потому что, девочки, вот много что идет в вашу жизнь, а вы это не берете. Понимаете? А вы не берете это, потому что вы как-то, знаете, не в настроении, в лени, в ленности какой-то, или вам просто, знаете, не хочется. Хотя 8 чаш, 7 посохов, двойка посохов, это типа бери не хочу, да? А что еще? 17-й старший аркан звезды. Ну, я вас поздравляю. Это исполнение желания. В ближайшее время, девочки, сбудется какое-то ваше сокровенное желание. Оно просто и тоже идет к вам в руки. Да? То, что вы, возможно, долго ждали, чего хотели, оно осуществится. Так, а что это именно? С чем это будет? О, 19-й старший аркан солнца. Это 100% сбудется ваше какое-то сокровенное желание. То, что вы хотите, к чему вы шли. Возможно, где-то опускали руки, думали, что у вас это не получится. Девочки, берем, короче. Встаем на, на лыжи, скажем так, да. Что от вас требуется сейчас? От вас требуется больше активничать. От вас требуется, может быть, раньше вставать, чтобы, может быть, кофе капучино какое-то побольше пить, например, если вам надо, эта энергетика какая-то. Я советую вам тоже настои, что-то такое вот для тела, оздоровление какое-то, чтобы у вас было, для того, чтобы вы были готовы взять своими ручками, не чувствовали вот по королеве мечей вот это, знаете, какой-то ленности и апатии в тот момент, когда ваше желание будет исполняться. Потому что могут быть смазанные какие-то чувства. В самом плохом варианте вот вы можете идти
по улице, и у вас будет плохое настроение, да. А как раз таки ваше желание какое-то практически в этот момент будет сбываться. И для того, чтобы вы почувствовали вот эти окситоцины, дофамины, чтобы вы почувствовали, как вот мир, он не против вас, он за вас мир, да. Он хочет открыть вам эти двери, он хочет, чтобы перед вами упала вот эта звездочка с неба. Какое-то желание. Хорошо, давайте еще посмотрим, что ждет в ближайшее время. Двойка чаш, четверка чаш и правосудие. Это, девочки, говорит о том, что негласно как-то за вами будут следовать ваши ангелы, архангелы в ваших делах, да. То есть, если вы, например, относитесь к какому-нибудь эгрегору христианскому или еще какому-то, можно молиться, какие-то шепотки шептать, да, можно проговаривать свои желания какие-то. Несите в этот мир доброту. Чем больше вы будете вот в этой энергии добра, красоты какой-то внутренней и внешней, да, спокойствия, у вас, девочки, просто все, понимаете, удача будет литься, как молоко. Давайте еще посмотрим, что ждет в ближайшее будущее. Тройка чаш, паж посохов, пятерка посохов, паж мечей. Смотрите, как я вам в начале расклада сказала, что вы как-то не обращаете внимания на мужчин, которые, в принципе, нужны вам для ваших дел, да. Вам надо организовать мужское поле, вот именно мужское, кто бы это ни был. Это могут быть ваши родственники, это могут быть мужчины, ваши знакомые, для того, чтобы у вас было хорошее общение именно с мужским полом. Со всеми, девочки. Если вы с кем-то в ссоре, помиритесь. Если вы с кем-то давно не разговаривали, поразговаривайте по душам где-то, да. Даже если у вас где-то какие-то обидки, ну, просто, может быть, перешагните через них, да. То есть, чтобы у вас вокруг, вот все мужчины, которых вы вспомните навскидку, скажем так, да, они были благоприятно к вам настроены. Это важно, потому что тут бывает так, что, знаете, надо каких-то женщин выковыривать в своей жизни, кого-то закрывать и все остальное, а вам тут карты цыганское таро говорит, открывайте мир мужчин, открывайте мир мужчин. С них очень много чего можно взять для себя хорошего. Они просто, девочки, вот стоят в очереди для того, чтобы вам где-то от души, скажем так, да, помогать в ваших делах. Давайте соберем сейчас все карты и еще раз посмотрим. Какое будущее вас ждет? Что сейчас будет в вашем ближайшем будущем? Двойка колес. К вам двойка чаш. Девочки, вам идет что-то в руки. Вот прям, знаете, оно плывет. И что-то такое вот хорошее. Вам могут быть, могут отдавать долги. Вам будут дарить какие-то подарки, да, все берите, благодарите мир за то, что он вам это все дает, потому что вот много каких-то приходов вам идет, да, как мелких подарков, возможно, и крупных каких-то, все берите. Так, что ждет в ближайшее будущее? Шестерка мечей, маг, от кого это? Шестерка колес, дьявол. Желательно, девочки, сейчас с осторожностью, если вы занимаетесь, например, черной магией, да, занимайтесь этим с осторожностью. То есть желательно вот в этот ближайший месяц, даже месяц, как я вам скажу, да, до полнолуния, да, либо если вы сейчас этот расклад достали где-то ближе к полнолунию, до новолуния, да, то есть обратите внимание, что в ближайшее время желательно вот ничего такого не делать против своих врагов, не желать кому-то там зла и все остальное. Чем больше у вас будет доброты, тем лучше, понимаете? И, кто это такое? Есть, девочки, но насчет, например, того, кто у вас есть. Есть какой-то колдун, колдунша, колдовка, да, какая-то есть, которая вам желает зла, понимаете? Но как с ней справиться, чтобы ее карта бланка? Прячется она, не хочет. Девочки, знаете, что она очень сильно завидует, то, что либо вы в отношениях находитесь, либо на вашего мужа
И все. А как ее убрать? 21 старший аркан мира. Смотрите, что ждет вообще эту колдушку, да? Она как-то гибнет в дороге. Это ее будущее я сейчас считала, да? То есть что-то как в дороге, как она упадет, может быть авария какая-то и все остальное. То есть кто на вас колдовал, он попадет в какую-то аварию на дороге. Возможно, это даже и смерть какая-то. А что это за колдушка была? Она на мужчин ваших, на одного мужчину, либо на какого-то определенного, либо, девочки, на всех. Но она старая какая-то, да? Она к этим мужикам вообще никакого, короче, влияния на них никакого не имеет. Они ее не видят, они ее не хотят. Мне выпадает, что это просто какая-то э, старая брюква какая-то, понимаете, с пальцами, с подагрой на пальцах, да? Такая какая-то. Что вам с ней сделать? Колесо фортуны. А как вы ее поймете, как вы ее узнаете? Сила. Сила и колесо фортуны на вашей стороне. Короче, девочки, из будущего. Вас ждет что-то очень интересное. Вот в ближайшие месяцы, да. И где вы вот прям словите удачу за хвост, да. И звезда вам выпадала, и все. И в этот момент, когда вы словите за удачу, противоположно какой-то колдушке пойдет вот крах всего, понимаете? Автомобильная какая-то фигня, она в дороге сгинет. Сгинет она в дороге. Давайте еще посмотрим. Паш колес, десятка колес, падающая башня. Вы еще будете где-то расписываться, девочки, в каких-то таких, знаете, хороших, значимых документах мне идет. Вот после этого всего. Но вот смотрите, что лучше сделать, когда вот эта вот гадость выпала? А выпала такая вот, вам выпала, смотрите, еще раз такое сделаю резюме сейчас, да, именно вот этого вашего расклада. Идет так, чтобы вы усиляли свое влияние, свое общение именно с мужчинами, да. Привет, туда-сюда, лайки, как дела и все остальное. С любыми мужчинами, с друзьями, с родственниками, всем. И дело в том, что чем больше у вас будет вот этого сияния в сторону мужчин, именно вот когда вы светитесь, вы подсвечиваете вот эту какую-то колдушку. У нее темные волосы, сразу вам говорю, да, где-то до плечей. Она некрасивая, она урод, понимаете? Вот очень некрасивая. На нее вообще никак внимания мужчины не обращают. Она на себя накидывает какого-то пуха, пуха этого нету совершенно, да. И в чем момент такой? У вас она как бы и не колдовала на вас, у нее ничего не получается. И у вас сбывается какое-то желание в это ближайшее время, да, и в этот момент, когда у нее сбывается желание, у вас сбывается желание, у нее все идет крахом, и именно в пути, в дороге у нее идет крах. Вот такие вот дела. И там выпала карта дьявола, да, то есть это даже не вы решаете, сколько дьявол решает. И потому тут выпадает, что вот желательно не делать на врагов какие-то такие, знаете, ритуалы, например, на колдуньи, потому что там уже дьявол все решает. Хорошо, давайте именно, мне хочется тут про магию немножко, девочки, погадать, да. А что это за колдушка-то такая? Вы недалеко жили вместе, либо это соседка какая-то. Ну, короче, вживую общались с ней. У нее что, дети есть, что ли? А что она от вас хотела? Шестерка мечей. Чтобы у вас пути дороги были закрыты, чтобы на вас мужчины не обращали внимания, и чтобы вы там замуж не вышли и еще остальное. Короче, девочки, я вам скажу. Так, у меня тоже есть такое похожее. Я даже читаю, у меня такое ощущение, что я все-таки этого котика попозже с вами и выберу, да. Я просто выбираю после вас, когда я немного забываю, где какой вариант, для того, чтобы, знаете, вот эти вот дьявол в деталях, чтобы вот эти детальки для себя подчеркнуть какие-то. И вот у меня есть такая вот старая карга, очень. И у меня такое ощущение, что
Где-то вот в апреле она и кукукнется. Если что, может быть, где-нибудь вот в закрытом телеграм-канале вам об этом расскажу. Просто такие вот вещи особо не рассказываю. Давайте еще посмотрим. Десятка мечей, луна. Хотели вас однажды с кем-то развести, девочки, да? Дело в том, что почему вам идет, чтобы вы расширяли свое сейчас общение с мужчинами. Потому что кого-то от вас закрывали. Какую-то удачу от общения с мужчинами вы в прошлом не взяли, потому что вот эта вот магия где-то сработала от этой вот кукухнутой бабы. Понимаете? Но сейчас, если вы начнете это делать, вы как будто найдете этого мужчину какого-то, да, даже лайк ему поставите, да, и вы его найдете. И все, вселенная будет за вас, понимаете? И это вот все пойдет и поедет, и покатится, и узнаете вы, я надеюсь, девочки, даже вот не переживайте, вы, может, сейчас не понимаете, про кого я говорю, да, и вы думаете, ай, ну я так запомню, не запомню эту информацию. Но фишка в том, что может пройти время какое-то, и вы уже узнаете о том, что кому это стало там где-то плохо, херово, кто там в дороге откинулся там или еще что-то, понимаете? Может, узнаете через какое-то большее время, чем я, например, здесь в раскладе вам говорю. Но имейте в виду, что так и будет, мои дорогие. Вот такое вот гадание. Оно, девочки, хорошее. Оно такое, знаете, магическое, я бы сказала. Я еще скажу, что вот где-то примерно 2 мая, вот этот расклад мы делаем, да, после всяких Вальпургиевой ночи, после там Пасхи и все остальное, у вас вот прям такой очень хороший период жизни будет. Прям, знаете, интересный, очень много ярких красок идет. И я даже вижу вашу ауру, и она разноцветная. Понимаете? Вот как радуга. Много, вот как будто ярко, ярко, ярко. Мне какие-то яркие, яркие, яркие. Смена быстро-быстро картинок идет. И я чувствую, как вам хорошо. Я думаю, что май для вас, да, очень даже такой классный месяц будет. Давайте еще немножко раскинем карт. Вот, 6-й старший аркан влюбленные, башня, паш мечей, королева мечей, король мечей, император. Короче, девочки, вот это вот пустые карты, пустые короли, на которых вы сейчас не обращаете внимания. Пожалуйста, вот в это ближайшее время побольше пообщайтесь с мужчинами на разные темы. Очень много интересных мужчин идет. И именно даже, может быть, и не для любви. Кто-то для любви, кто-то симпатия, да, у кого, друзья. Никому не отказывайте в общении с собой. Показывайте свою доброту, благоденствие, да, хорошее настроение. Не забудьте про витаминчики, что я вам здесь сказала тоже. Все. Вообще расклад у вас, наверное, самый яркий, самый красочный вот из тех, которые были, по крайней мере. Вот такой вот ваш вариант. Пока-пока. И гадание для тех, кто выбрал это белое колечко. Скорее всего, девочки, вот кто выбирает белые колечки, да, это такие нежные, добрые девушки с красивыми такими добрыми, ласковыми глазами. Люди, которые любят животных, люди, которые творческие очень. Ну что, давайте смотреть, что ждет вас в ближайшем будущем. Кто выбрал вот это вот красивое колечко. Поехали, смотрим. Ваша карта сигнификатор. Так, 5 мечей. 10 колес. Ваши слезки все закончатся. Знаете, когда? Когда будут, во-первых, либо отданы долги, либо вы получите какие-то, знаете, денежные знаки. Да, это будет так. Монеты, денежные знаки, девочки, вот то, что от сдачи у вас будет собираться, вы это собирайте. Потому что вот эти вот денежные знаки, они очень хороши для каких-то откупов. И вам как будто здесь надо откупиться от чего-то, что было вот какой-то тягомотиной в вашей жизни. Вот в эти ближайшие дни, я бы даже сказала в 3-4 дня, просто вот когда вы ходите в магазин, что-то покупаете, у вас покупочки какие-то идут, да, вы от этих покупок собираете вот эту вот сдачу и просто откладываете ее в какую-нибудь отдельную тарелочку дома, да, в кошелек, а потом в тарелочку. И потом, девочки, вы можете это все занести и откупиться. Туз чаш вам как будто бы за монеты, за 10 колес надо купить
туз чаш, да, то есть везение, благополучие, доброе состояние души своей. Из пятерки мечей откупом. Понимаете? То есть вы что-то покупаете, вот эти вот монетки, монетки, какие-то мелкие купюры, пожалуйста, оставьте где-нибудь как откуп. Как можно оставить? Монетки можно бросать на перекрестке, а еще можно, девочки, если это какие-то, знаете, мелко денежные купюры, просто, например, где стоят там на милостыню, на строительство чего-то, там храма, на помощь собачкам, котикам, вот если вы немножко вот так повсовываете, вы как будто за эти деньги туз чаш купите. Тут получается покупаю любовь. И вот это вот якорение, чаш кубков, это любовное якорение. Давайте посмотрим еще. Всадник мечей. Что-то вас не отпускает из вашего прошлого. Вы как будто что-то прошлое хотите вернуть в свою настоящую жизнь. А что вам делать? Опять вот, смотрите, десятка посохов выпала и десятка колес. Откупитесь от этого. Карты вам говорят, выкиньте вот это свое прошлое для того, чтобы вы не стонали, не переживали, не хотели что-то вернуть из своего прошлого. Что бы это ни значило, девочки. Это могут быть люди, это может быть что-то материальное, да, или вы хотите вернуться в какое-то другое место, в котором вы были. Для того, чтобы у вас сейчас выпала вот эта красивая карта, белая карта, туз чаш, это надо вот эти вот монетки покидать, да, или, например, внести свою лепту в какую-то благотворительность. Вот даже слово само такое, да, благотворительность, откуп. Покидайте монетки на перекрестке. Желательно днем, девочки, это делать, да. Или, например, если вдруг вам прямо перед глазами будет какой-нибудь, знаете, бывают такие коробки стоят, чаши, куда можно там на благотворительность куда-то кинуть. Животным, на храм, бабки какие-то. Или у вас вдруг кто попросит, просто дайте, вот сколько вам не жалко, да. Просто дайте тому человеку, нуждающимся и все остальное. Это важно, девочки, будет. Потому что вы как будто, знаете, избавитесь от тяжбы какой-то. Вы как за нее плату внесете. Без этой платы вот к вам это привязалось какое-то прошлое, да. И вот от этого могут быть печальные мысли у вас. Давайте еще посмотрим, что ждет вас в ближайшем будущем. Все равно, девочки, есть такое, что у вас, вот, знаете, потерянность, какое-то не очень хорошее настроение, либо это настроение меняется, какие-то тревоги, тревожность есть какая-то, волнение какие-то, грусть, да. Что нам надо сделать для того, чтобы от этого избавиться? И сразу выпало вам 10-й старший аркан, колесо фортуны. И там, обратите, когда мы выкладывали те карты, десятка посохов, да, тоже выпадало вам, десятка колес, откупитесь. Откупитесь. Откупитесь от прошлого своего. Девятка мечей. Всадник мечей. Потому что если вы не откупитесь, прошлое это у вас заберет столько же. Десятка колес выпала через всадника мечей и через девятку мечей. Девочки, не просто так я вам говорю про эти откупы и благотворительность. Потому что если вы в ближайшие вот 3-4 дня такого ничего не сделаете, да, как будто тогда эту плату кто-то из прошлого заберет из вас, именно вот этой десяткой колес, да, то есть она туда, какой-то узел завяжется. Мне почему-то тут даже идет какая-то, возможно, узелковая магия, как будто вас кто-то привязывает к вашему прошлому и не дает вам спокойно, с легкой душой идти вперед. Всадник колес. Девочки, знаете кто? Какой-то нищий мужик с вашего прошлого. Мужчина, который ничего не добился, который все похерил в этой жизни, да. И он, получается, думает, что у вас все хорошо, вам классно и все остальное. И он как будто бы хочет у вас своровать вашу удачу. Мужик с прошлого идет. Неудачник, нищеброд, нищук, падла какая-то, да, как бы вы ни относились, смотрите, как показывают какого-то человека с вашего прошлого. Давайте еще посмотрим, что ждет в ближайшем будущем. Умеренность, девятка чаш, король посохов, отшельник, паж чаш, король мечей,
суд, верховная жрица. У вас, девочки, я вам так скажу, дальше где-то в течение 2 недель будет какой-то сон. Это будет какой-то знак ясновидения вашего. То есть вы что-то, не то что почувствуете, вы что-то как увидите. Это будет либо видение во сне, либо будут какие-то знаки наяву. Возможно, это будет, знаете, бывает так какое-то письмо. Бывает так, это что-то вот вы найдете на дороге, и сразу вот вы почувствуете, что это знак какой-то. Либо это сон будет, ясновидение, связано с вами, где вам вот про это скажут. На самом деле, вот смотрите, выпала вот эта вот старая цыганка. Это верховная жрица выпала, да, с 20-м старшим арканом. Это вот даже то, что мы сейчас с вами гадаем, это уже какой-то акт ясновидения вашего. Даже не моего, не этих цыганских карт Таро. Это вот что-то для вас, знак ваш. И если вы вот сейчас даже вот так, я вам как говорю, откуп именно благотворительности ничего не сделаете, через какое-то время, в ближайшие 2 недели, вам сон такой какой-то явится. Сон. Сон, и либо знак какой-то будет идти, либо какое-то событие произойдет, где вам все равно предложат вот это вот что-то сделать, понимаете? Откуп какой-то дать или на благотворительность дать. И вы все равно это повторите, пожалуйста. Повторите, потому что это для вас важно, для того, чтобы расплатиться за прошлое какое-то. Так, и еще я вам скажу одну вещь, да, что я вам посоветую. Сейчас, девочки, лучшее время именно для вас повязывать на руку красные нити. Можете на левую ручку, кто хочет на правую, повяжите просто красную нить себе. Желательно, чтобы, например, ее завязал вам мужчина. Если вы, например, у вас есть парень, у вас есть любимый человек, муж, попросите, пожалуйста, его завязать вам вот эту красную нить. Если нету, то можете попросить какого-нибудь удачного, хорошего такого, знаете, человека, богатого мужчину, знакомого своего, хорошего, деятельного, для того, чтобы вам, скажи, ой, я не могу сама, типа, повязать себе, нитку завязать, завяжи мне на удачу. Девочки, кто вам повяжет, и вот, знаете, это как охрана такая идет. И обратите внимание на имя этого мужчины, который вам повяжет, потому что вот это имя, оно как само по себе, скажем так, священное. Что-то такое вот идет, как будто это имя ангела, архангела. Ну, что-то такое, девочки. Давайте еще посмотрим, что ждет в ближайшем будущем. Императрица, 9 чаш, умеренность. У вас есть какая-то как пелена на глазах, которую надо снимать. Вот это все от прошлого идет. Девочки, тут вам по раскладу фонит каким-то прошлым. Очень много вот этого прошлого, и оно не очень хорошее. И оно как-то не дает вам двигаться вперед. Что здесь идет вам на картах? Как будто мне хочется учиться, мне хочется получить какой-то диплом, какие-то экзамены, обучение какое-то. Может быть, вы смените работу и будете чему-то новому учиться, да? Мне почему-то здесь очень хочется учиться, а получается, что я не могу, потому что мои мозги заняты, какие-то угнетающие мысли идут из-за отношений из прошлого. Туман какой-то, серый туман идет с прошлого. И он как-то лезет вот на ваше обучение чему-то новому. А это обучение важно в вашей жизни. Оно, вот этот 14-й старший аркан и 11-й, это обучение, которое приведет в силе. Вам как будто надо чему-то новому научиться сейчас, вот весна-лето, да, и вам намного класснее, лучше жить. И как будто вас вот кто-то тянет назад. А вы должны вообще-то быть вот этой картой, императрицей вы должны быть. Но императрицей это красивая, здоровая, исполняющая свои желания, исполняющая желания других, такая статусная девушка, да. Но вот вам быть императрицей, вас как будто за юбку, за подол юбки держат какие-то руки в тумане из прошлого. Понимаете? От них надо избавляться вот этими откупами. Как откупиться надо. Прошу прощения. А почему именно откупиться надо?
Десятка посохов. Ну вот она, карта бланка для новой жизни. Откупитесь от старого для новой жизни. Да, как будто, знаете, и вот это вот прошлое, оно как-то должно умереть вообще в вашей в голове, в вашей жизни. Для того, чтобы вы вышли на новую дорогу. А если, ну, вы с этим, с прошлым пойдете на этот перекресток, вы неправильно выберете свой путь. Да, девочки, ну, есть такая возможность, что вы не выберете правильных людей в вашем ближайшем будущем, пока вы не откупитесь от прошлого. Вам кто-то как будто перевязывает руки, понимаете, не дает вам начать вот эту новую жизнь. Понимаете? Вот этот вот серый туман из прошлого, запах какого-то нищеброда, девочки, из прошлого. Он может даже и не нищеброд, но такой, знаете, какая-то противная энергетика идет, цепляющая, как будто, знаете, какой-то старый голодный паук, понимаете, который увязался за вами. Прибейте его монетами, прибейте, откупитесь от прошлого. Откупитесь от прошлого, чтобы идти вперед, в будущем. А еще вот что-то мне какая-то книга идет. Я ее, вот как будто я ее левой рукой так листаю, девочки, у меня идет. Но сейчас я посмотрю, что это такое. Что это такое? Четверка мечей. Король мечей. Карта бланка. Девочки, короче, делал вам какой-то мужик из прошлого вашего. И это что-то связано с книгой какой-то. Если есть возможность избавиться от каких-то ненужных, девочки, книг, или вам подарили книгу, да, или, может быть, в книге там что-то где-то могло быть спрятано, да, или это он там читал что-то по этой книге. Короче, вот обратите внимание, что еще вот это от книг идет. А, я поняла. Я думаю, что это мне такое обучение идет, как будто вы раскрываете книгу, и вот там ваше будущее через обучение чему-то. Вот кто-то через какие-то старые книги не дает вам читать что-то новое, не дает обучаться. Какой-то, девочки, этот противный мужик, старое брюхозадое существо, что-то с книгами, возможно, связано. Вот обратите внимание на это. Что здесь делать? Вот смотрите, вот эти все карты показывают вот этого паука. Отшельник, карта бланка, то есть его уже не существует в вашей жизни, король мечей и четверка мечей, чтобы вы не пошли по своему хорошему пути. Откупиться, девочки, надо. Знаете, что я могу посоветовать еще? Возьмите какую-нибудь свою книгу, любимую книгу. Либо, девочки, даже новую книгу. Сейчас, благо, книги не такие дорогие. Возьмите, купите какую-нибудь книгу. Роман какой-нибудь, да. Не знаю, что хотите. Любую книгу. Желательно новую. Дешевую какую-нибудь. И туда положите откуп. То есть просто возьмите вот эти вот откупные не монетки, а даже вот монетки на перекресток бросить, а вот это вот в эту книгу просто положите вот эти купюры откупные. Пусть эта книга где-то у вас лежит. И вы увидите, что что-то вы собьете магию какого-то вот этого дряного мужичка. Понимаете? Вот такие дела. Ну, давайте еще немножко глянем. Вот, дьявол, всадник мечей и маг. Все, девочки, это был, как говорится, совет вам на миллион. Дьявол, всадник мечей, маг. Вы побеждаете какого-то всадника мечей. Просто вот сечете ему голову. Прислушайтесь, пожалуйста. Будут монетки от сдачи. Положите бросьте эти монетки днем на перекресток. Бросили, да. Потом возьмите, купите какую-то книжку, которая вам не журнал, девочки, да, а вот именно вот книгу такую какую-нибудь. И в эту книгу можно любую, какая вам захочется, или, например, связана с исполнением ваших желаний, да. И эту книгу нового бытия, Новый Завет, скажем так, да, положите туда вот эти вот денежки тоже от сдачи для откупа. И вот вы перебьете вот этого всадника мечей, от этого серого паука. Дьявол перебьет все. И вы будете магом. Давайте еще посмотрим.
Да, и Верховная Жрица сразу пошла. Это самый, девочки, лучший совет, и прям в точку я попала. Да, вы его доведете до того, что будет лапами кверху лежать по весне. Все, мои дорогие, вот такой вот был расклад. Держу за вас пальчики, пусть у вас все будет хорошо. Желаю вам удачи, здоровья, любви, счастья, много денежек, чтобы вас все любили, а все ваши ненавистники, пусть они провалятся сквозь землю в болото и там вот висят вверх ногами. Все, мои дорогие, пока-пока.